Утренняя прогулка сегодня в Пиренеях. Вот такие горы. Местные заготавливают сено, солому. На зиму. Всем доброе утро. Доброе утро из Пиреней. Какие красивые виды за горами. Этот вертолет уже работает с утра. Летает между гор. Там есть площадка для вертолета. Вот такие они Пиренеи. Вот такие вот они высокие. И здесь такая тропа между деревнями, можно так сказать. Сейчас мы его увидим. Смотрите, вертолет работает, что-то доставляет куда-то. Эти площадки потом поднимались, кафешки, газ. Вот такой здесь транспорт в горах. Когда надо высоко в горы что-то поднять, строительные материалы или продукты, видимо, что-то важное. Вот так вот здесь это все функционирует. Кстати, цена здесь такая же, не дорожает в кафешках да. наверху. Да, здесь чей-то огородик. Полив. Красивые горы. Там река шумит. Здесь тропочка такая утоптанная. Туристы идут аж до Гороса и дальше. Песики бегают по дорожке. Поздоровались. Ну как, поздоровались. Протягиваешь ладонь, они нюхают. Таким образом говорят: здравствуйте. Мы вас еще не знаем в этой деревне. Теперь будем знать. Вот орешки. Ореховое дерево. И кто-то их прекрасно лузгает. Птичка ест орешки. Грецкие орехи. Короче, тут какое-то ореховые заросли. Заросли ореховых деревьев. По дороге везде есть маленькие ручейки. Смотрите. То есть маленькая птичка, животные, лисичка всегда найдет себе воды в горах. Сразу можно определить, где родник по камышам. Еще один ручеек. Тоже оттуда же течет. Перешагиваем, идем дальше. Здесь еще один ручей. И все стекаются туда, в реку Гарона, которая течет аж до Бордо и дальше, и попадает в Бискайский залив. Да, Атлантический океан. Вот откуда вода берется в Атлантике. О, еще впереди один родничок. Родников здесь очень много. Выходим на какую-то полянку, где растут горные травы. Тысячелистник, репейник, еще какие-то травы. О, даже на великах катаются. Смотрите, как классно. На горных, наверное, да? Да, по звукам поедет, подарит. Легко так объехал. Поехал дальше. А вот он, вертолет летит. Видишь, пустой груз легкий. В сторону оттягивает. Да. Молодец, работает с утра. Поменял наш газ. И вот доставил. Точно.
дорога такая интересная. Вот то выходишь на полянку, то заходишь снова в лесок. В тени деревьев прохладно становится. И все это такая гора. Склон горы. Туда тоже, кстати, тропа есть, наверное. Угу. Вот здесь надо быть осторожным. Здесь прямо рухнешь, если докатишься до реки, переломаешься, обдерешься. В общем, здесь тоже. Здесь, да, нет, я хочу показать, что вот такой вот он. Опа. Этажей 5 вниз. Так, аккуратненько надо смотреть под ноги. Какой деревья так посажены? Или вырастется? Птичка какая-то пила водичку. Там птица какая-то вот туда ушла, воду пила. Фу. Смотрите, как здорово. В зарослях. Вот такие они горы пиренейские. Опять полянка. Красиво. Кто-то ел грушу. Орех. Орех? Точно. Да, вот он, орех. Грецкий. Сколько деревьев много. А тропа идет туда вдаль. А нам вот туда нам надо. Впереди весь день. И мы идем. Ящерки пили воду. Осы сразу у воды. О, а здесь труба проложена. Там родник, там. Вот течет. Кто-то сделал водопровод. А это, похоже, опять орех грецкий. А мы пьем водичку. Холодную воду из родника. Да, все дерево в грецких орехах. Вот это все дерево, это грецкие орехи. Грецкие орехи у нас над головой. Усыпано, а то дерево, все усыпано. Наверное, на видео плохо будет видно. Да, вот это тоже, да, дерево, вот. И это тоже, да. Они питаются. И животные, и люди. Уже становится жарче. Внизу журчит река Гарона. Вот там проходит дорога. Ну, дальше горы. Вот маленькие деревушки. От одной до другой, от одного поселка до другой деревушки. Вот так вот по горе можно пройти. Вдоль горы. А вокруг такие горы красивые. Это Пиренеи. А это долина Аран. Это Каталония. Если что. Сейчас я вам покажу деревню, где есть мишленовский ресторанчик. Эйняо, как смешное название у него. Вот там. Мы вчера там были. Отужинали. Ну, вообще просто супер. Интерьер, приятная семейная пара. Муж шеф-повар высшего класса. И жена тоже работает там же. Взрослая пара. Обслуживают просто шикарно. Кухня выше всех похвал. А сейчас уже жарко становится. Сегодня до 36. Ну а завтра обещают дождь, грозу и так далее. То есть волна жары пришла, я так думаю, из Франции сюда. О, ящерки перебегают дорогу.
еще одна смотровая площадка. Внизу река. Кстати, ну так от нее чувствуется немножко прохлада, веет. Даже до сюда доходит чуть-чуть. Ну, вот так вот. Так она течет, шумит целыми днями. Классно. Вот он городок, отель на краю. Церковь есть. Вот там бесплатная парковка. Да. А вокруг горы. Вот так вот. Вот такие они. Ящерки. Вот он, поворот налево. Вот это деревня из Эскунау. Бетрена-то обратно. Горос еще 2,2 километра. Ну, короче, как-то так. Тут подъем наверх, представляешь? А это да. Вот отсюда поднимаются наверх уже по горам. Идут. План де Виас. Эсканьон де Вилас. 2,5, 2,3 километра. Вот так. Туда можно идти. Сегодня мы просто в трекинговых таких, ну, в прогулочных кроссовках, не в горных. Вот в таких, посчитать километраж. А вообще надо в горной обуви, конечно, ходить. А здесь выход в деревню. И выход к реке. Такой сегодня утренний просто разминка. Он не сильно длинный. Мы делаем такой, замеряем, сколько мы пройдем. Дальше там есть другие деревни, до Гороса можно дойти. Такая утренняя разминочка после кофепития. И сейчас вот можно пойти вот туда, в деревню спуститься. Мы там были, там мишленовский ресторан. Эскунау деревня. Можно вдоль дороги возвращаться обратно. А мы пойдем опять по этой же горной дороге, вдоль этой горы. Ну, конечно, мы себе в этом году, сейчас я объясню, почему наметили тропы не в такие уж прямо муй-фуэрты, куда-то высоко. Нам нужна сотовая связь, потому что у Алексея есть еще работа, есть немножко работы, и он на разных привалах еще продолжает работать. Куда без этого деться? Так что работа продолжается даже в горах. Поэтому сотовая связь нам очень важна в этом году, в этот раз. Поэтому гуляем там, где есть сотовая связь, где есть интернет, более-менее. Сейчас мы посмотрим, сколько мы до вот этой деревушки дошли. 1,5 километра, наверное. Да, 1,4 всего лишь. 1,5 километрика, прямо легкий маршрут такой, лайт маршрут. Идем обратно. То есть получается у нас трешечка такая утренняя зарядка. Легкий маршрут. Разминка ног для более продолжительных маршрутиков. Смотрите, какая красивая дорога. Горы можно порассматривать. Периодически они осыпаются. Мостик удобный сделали. В опасных местах так огородили перилами, чтобы не соскользнуть туда ненароком. Ну так. Здесь можно даже побегать.
спустились к мостику. И вот она, красавица, река. Так, вдоль реки мы пойдем туда дальше, дальше. Очень красивые здесь места. Пиренеи, конечно, просто красивейшие. Старый мостик, который, наверное, еще со средневековья остался. Смотрите, какая красота. Все, поднялись до источника воды. Она же библиотека. Набрали воду. Здесь можно умыться. Продолжаем двигаться до нашего населенного пункта, до нашего городка. Здесь тоже такая благоустроенная дорога вдоль реки Гарона. Конечно, жители здесь очень много ходят, более спортивные такие, то есть они и летом, и зимой много очень движутся, уже деток так водят из школы вот по этой дороге, они ходят. Люди вот залезли в воду ногами. Вот здесь спуск, аккуратненько спускаемся. Сейчас попробуем воду в этой горной речке ногами. Нет, я спустилась. Здесь не так уж и это самое. Сейчас мы снимем обувь. Ну, какая классная река, посмотрите вообще. Так, Алексей пошел. Как тебе водичка? В горной речке. Как в морозильнике. Да? Ага. Ой, какая вода. Всем вода. Как в детстве. Вау. Смотрите, мы залезли в горную реку. Долго не простоишь. Вода очень холодная, такая ледяная. Вот, но думаю, что это очень полезно для организма. Знаете, очищение все, болезни уходят, утекают, а также все стрессы, сглазы, плохие слова, плохие речи, комментарии, все утекают. Хорошие комментарии и лайки. Остается только хорошие комментарии, лайки, спонсоры, бизнес, много денег, все придет, когда залезешь в эту горную реку. Ну, как-то так. Ну, шутка, конечно, но приятно. Ой, ну, на самом деле очищение идет приятное. Речка очень чистая, красивая. 3,5 километра, но почти 1,5 часа вот это у нас была такая утренняя разминочка. Типа утренней зарядки. Ну что, всем хорошего летнего настроения. Делайте утреннюю зарядку, занимайтесь спортом, путешествуйте. Добра и удачи. Пока-пока. Чао.